Я уже проснулась, выпила кофе, приняла душ. Сегодняшнее видео хотела бы показать вам свои повседневные будни дома без мужа. Так как я вышла замуж за корейца, именно хотелось бы показать то, какую повседневную жизнь они могут вести, сидя дома. Тем более, что сейчас карантин, мало куда можно выбраться. Вот. Поэтому что вас ждет, если вы выйдете замуж за корейца и не будете работать? Не будете работать. Если вы будете работать, то, естественно, эти же дела тоже лягут на вас, плюс вы еще будете, естественно, работать и получать какой-то свой доход, возможно, маленький, возможно, нет, но желаю каждому, чтобы вы нашли себя, нашли ту нишу, в которой вы чувствуете себя прекрасно, потому что все-таки домашние дела, вот эта рутина, вот эта постоянная обстановка, сидя дома и, допустим, иногда вечерами выбираться куда-нибудь в кафе, либо на прогулку, а на выходных куда-нибудь поехать. Бывает, на самом деле, не так часто, потому что это все зависит от загруженности работы вашего супруга. Они очень часто устают после работы, поэтому если вы найдете эту нишу, чем вам заняться, то это будет просто прекрасно. Это будет скрашивать ваши обычные рутинные дни. И сегодняшнее видео хотела бы посвятить себе, на то, как я живу здесь, в Корее, и что я делаю дома, и обычные мои повседневные. Закончила сушкой головы. Вот, сейчас начнем, пройдемся за стирочкой. У нас теперь стирочка. Я ставлю всегда на деликатную стирку. Вот здесь у нас получается надо забивать стиральный порошок и кондиционер. Здесь у нас получается стиральная и кондиционер. Я уже загрузила, поставила на плей. Деликатная стирка 42-43 минуты. Барабан у нас Samsung. Здесь что в Корее, здесь везде рядом со стиральной машиной есть также выход с водой. Можете проверить. Видите, вот вода идет. Здесь, в принципе, здесь вот у нас канализация, как бы не боишься затопить и никого, в принципе, не затонет. Здесь вот также душ и вода. Если честно, я не знаю, ну, вода это понятное дело для того, чтобы стиральную, но почему вода выходит, я использую это только для того, чтобы вот когда набираю стаканчик, и чтобы стаканчик потом промыть и заново долить. Это мой лайфхак. Лайфхак.
Корейским языком я пока что занимаюсь в гостиной. Все из-за того, что мы еще пока не собрали мне книжный стол. Нет, это не книжный стол называется, погодите. Ну, чексан. Чексан — это стол как бы для занятий, для учебы. Вот, мы его только купили, но еще пока не установили. Вот, поэтому я уже по привычке занимаюсь здесь в зале. В принципе, включен телевизор. На самом деле это очень плохо заниматься, чтобы был включенный телевизор. Я чувствую себя так намного спокойней. Вот, сейчас покажу вам свои записи моего корейского языка. Так, вот я вот примерно в принципе пишу, чтобы было вот на корейском, также с переводом на русский. Если мне где-то непонятна какая-то транскрипция, я ее, конечно, записываю. Вот, в принципе, вот здесь вот вся такая грамматика. Вот, когда вот я изучаю союзы, вот и, с. Также вот грамматику я стараюсь вот так вот все расписывать. Делайте, если вы изучаете, делайте это все как намного красочнее, ярче, и больше пишите, и именно обязательно прочитывайте все, что написали. Это вам очень поможет. Также пишите очень много примеров. Видите, вот примеры. Записывайте всегда как можно больше примеров. И обязательно используйте словарь. Словарь не используйте в Google переводчике, используйте Never. Это чисто корейский словарь. Он переводит с максимальной точностью. Вот, к сожалению, предложение он перевести там не может, он может только перевести именно слова. Вот, записывайте как можно лучше, чтобы было все понятно, делайте вот абзацы, отступы, вот, чтобы все, в принципе, вы могли вот взять, прочесть и все посмотреть на русском, на корейском, естественно, все виды примеров, и желательно, если вы что-то прошли, желательно берите это и повторяйте заново. Потом, естественно, после занятий я также просматриваю, захожу на YouTube, просматриваю все, что мне может быть полезно. Вот, всякие вот какие новинки выходят в фильме, вот, дорамы, естественно, те, кто тоже вот по такой же тематике идет, вот как кореянка Даша, Череш, да, это вот тоже интернациональные семьи, кроме Череш уже сама кореянка, естественно, мне это тоже все интересно, я еще когда была в России, я постоянно просматривала YouTube, постоянно смотрела, мне было настолько интересна жизнь семей, вот, обычный личный блог. Поэтому я постоянно это все просматриваю, у меня все это есть в интернете. А мы свой YouTube только начали совсем недавно, всего у нас там 8 видео, кажется, вот. Но вот видите, здесь вот только вот последние так более-менее по 1000, так еще пока здесь просмотров нету, потому что, в принципе, и нету подписчиков, но мы стараемся. В скором времени, да, здесь написано вот корейский язык, в скором времени мы хотим сделать небольшое изучение корейского языка в формате диалога, вот, поэтому... Надеемся. Так что пока сейчас чисто видео о том, как о нас, видео о нас, вот, знакомство с нами, вот, поэтому подписывайтесь, те, кто не был, те, кто не видел, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и подписывайтесь также на Инстаграм, там есть очень много всего интересного, того, чего нету здесь на Ютубе. Ну, у нас уже, в принципе, 5 часов вечера, сейчас скоро уже вернется Чангиль домой. Вот, поэтому нужно что-нибудь приготовить. Он мне скинул небольшой ролик на платформе ТикТок и сказал, попробуй приготовить корейский омлет. Вот, буду пробовать, так что смотрите вместе со мной приготовление корейского омлета. В принципе, легкий очень рецепт, и там особо ничего не понадобится. А я пока еще немножечко, наверное, думаю, переодену все-таки. Вот, поэтому смотрите вместе со мной и пробуйте. Это на самом деле очень легкий рецепт, поэтому поехали! Всем привет! Посмотрела сегодня в интернете замечательный и очень простой рецепт корейской кухни. Для этого нам потребуется соль, зеленый лук, корейский тунец, 2 яйца. Для таких ленивых, как я, это замечательный и очень легкий, и очень быстрый процесс приготовления того, чтобы вы могли побаловать своего супруга. Ну что, начнем? Следите и записывайте.
очень быстро. Все так быстро и аккуратно. Я не знаю, что пошло не так. Говорится один раз комом. На видео там были они такие ровненькие, кругленькие, поэтому я даже не представляю, как я могу сделать. Я не шеф-повар, я только учусь. И тем более не шеф-повар корейской кухни. Это получается, как у нас вот в странах Высшего Союза обычный омлет. И добавление вот яйца с корейским методом. Скорее очень любят яйца. Это делать можно. Омлет по-корейски. 지금 나 남편이 기다리고 있어요. 지금 오래 가요. We're good. 뭐야? 그래. 야, 이거 뭐지? 야, 떨어졌어요, 여기가. 이거 됐어? 응. 빨리 쌈 바꿔. 맞아? 어. 빨리 쌈 바꿔. 좋아요? 응. 어?